В сегодняшнем видео я покажу вам два очень древних храма, которые находятся в городе Гродно и датируются примерно 12 столетием. Это Нижняя церковь на территории Старого замка и Борисоглебская церковь, ее еще называют Калужская. Видео о Нижней церкви снимала не я. Туда невозможно попасть, и материалы для видео я собирала почти полгода. Что-то находилось в открытом доступе, что-то присылали из своих архивов подписчики, а в видео о Калуже я вас, надеюсь, удивлю. Сама не знала, что там есть старинные граффити, если можно так сказать. Ну, обо всем по порядку, присоединяйтесь. Нижняя церковь – это законсервированный объект. Она не в открытом доступе и руины накрыты крышей. Если стоять на смотровой площадке замка, то во дворе вы увидите комплекс зданий, накрытых шиферной крышей. Вот одно из них – это и есть крыша над Нижней церковью. Рядом располагается крыло старого замка, которое еще находится в процессе реставрации, и по рассказам музейных работников там находится зал, где проходили балы, и все в очень неплохом состоянии. А вход и левое крыло уже реставрированы, их можно посетить, и кто давно на моем канале знает, что у меня есть видеообзор музея замка. Но вернемся к теме видео. Так вот, Нижняя церковь. Как я уже сказала, объект законсервирован и доступ туда закрыт. Почти полгода я собирала видео из разных источников, чтобы при монтаже получилось что-то более-менее интересное, и, надеюсь, мне это удалось. Нижняя церковь Гродно – это руины памятника XII столетия, и Нижняя она называется потому, что на ее руинах позже была построена еще одна, Верхняя церковь. Эта Верхняя была построена 2 столетиями позднее, в конце XIII – середине XIV веков, на месте Нижней, которая исчезла в 1183 году. О причинах я расскажу еще позднее. Верхняя церковь использовалась в качестве соборного храма замка и была разобрана во время строительных работ последней четверти XVI века при строительстве дворца Стефана Батория. Время построения Нижней церкви в Гродно датируется 1116 или 1128-1141 годами. Точное время постройки неизвестно. Обнаружили церковь в 1932 году. Весной в 1931 в Гродно случилось наводнение, и Неман подобрался к Замковой горе. Склоны горы были размыты, и для их укрепления с внутренней стороны старого замка начали вынимать грунт в 1932 году, и в итоге случайно выявили остатки строения и плинфы XII столетия. Позже на замчище велись раскопки, во время которых и нашли Нижнюю церковь. Чтобы добраться до расположенной ниже Нижней церкви, часть стен Верхней церкви были разобраны. Они были перенесены ближе к Королевскому дворцу, усилены арматурой и бетонным основанием, и сверху построен деревянный защитный павильон. С тех пор свободного доступа в церковь не было. В 2019 году временный консервационный павильон над фрагментами Верхней церкви был демонтирован в целях проведения археологических раскопок на этом месте. Церковь представляла собой шестистолпный храм со срезанными углами и имела один купол. Низ стен декорирован вставками полированных валунов, и на некоторых частях плинфы даже можно обнаружить следы клейм мастеров. По описаниям, дошедшим до нас, можно сделать вывод, что низ стен был декорирован вставками полированных валунов, а верхняя часть была украшена маоликовыми плитками. Также церковь имела звонницу, потому что при раскопках были обнаружены фрагменты колокола. Стены Нижней церкви выложены плетняковым кирпичом, плинфой. Для улучшения акустических характеристик помещения в стены были вмурованы глиняные жбаны-голосники. Жбан – это небольшой сосуд для жидкости с крышкой. Такие же голосники сохранились в стенах и Борисоглебской или Калужской церкви. Голосники облегчали конструкцию стен и создавали хорошую акустику в здании. Особенность архитектуры Нижней церкви в Гродно – это декоративное оформление фасадов, которые были украшены большими натуральными камнями-валунами. Вот здесь хорошо видно. Гранитный валун раскалывался на 2 части и вмуровывался в стену плоской стороной наружу. В некоторых случаях плоская сторона полировалась. Цвет камней был всех цветов и оттенков – розовый, красный, серый, черный. Стены церкви также были украшены декоративными керамическими плитами красного и зеленого цвета, покрытыми глазурью. В интернете есть сведения, что во время раскопок были найдены некоторые детали убранства – деревянные алтарные перегородки.
позолоченные медные листы, на которых была гравировка ликов апостолов Федота, Павла и Симеона в оправлении орнамента. Возможно, когда-нибудь после проведения раскопок и исследований руины храма откроют для посещения, и мы сможем все это увидеть. И существует две версии разрушения Нижней церкви. Первая. В церковь попала невероятной силы молния и разрушила здание до основания. А вторая, инженеры-проектировщики ошиблись в расчетах, в результате чего церковь буквально разваливалась на части на глазах у прихожан. Обе версии объясняют странную форму сохранившихся остатков церкви. Она как будто разрушилась сверху вниз. Конструкция и убранство Калужской церкви имеет множество сходств с Нижней церковью, и их подобие доказывает, что на Гродненщине в XII веке существовала самостоятельная архитектурно-художественная школа, в которой использовались местные элементы народного творчества. И, видим, на верхних подмостках установлена копия храма, и можно представить себе, как он выглядел. Также висят стенды, где можно увидеть информацию о Борисоглебской церкви и посмотреть, что действительно они строились очень похожими, такой же трехнефный храм со срезанными углами. И вот здесь хорошо видны очертания Нижней церкви, и она очень похожа, по-моему, на архитектуру Коложи. Та же трехнефная конструкция со срезанными углами. Вот посмотрите, как это выглядит в Коложе. Коложская церковь – одна из древнейших сохранившихся церквей, причем работает до сих пор. У меня в ней, к слову сказать, было венчание, и дочку мы нашу тоже в ней крестили. Точная дата возведения не установлена. Предположительно, церковь была построена в 1180 году. Освящена в честь Бориса и Глеба, поэтому называется также Борисоглебская. И в 2024 году здесь установили колокольню, звонницу, и, естественно, она сразу стала местной достопримечательностью. Коложа сложена из плинфы и отличается уникальным декором фасадов. Нештукатуренные стены украшены вставками из полированных цветных валунов и глазурованной керамической плитки. Стены храма двойные, во внутреннем слое между кирпичами вмурованы многочисленные кувшины-голосники, придающие помещению особые акустические свойства. Вам это ничего не напоминает? Все тоже есть и в Нижней церкви, и те же клеймы мастеров на плинфе. Плинфа, для тех, кто не в курсе, это широкий плоский обожженный кирпич квадратной формы со стороной 32-36 см и толщиной где-то 3,5-5 см. А сейчас мы зайдем внутрь и, как я и обещала, покажу вам нечто удивительное. Зайдя в храм, нужно повернуть налево. Подойдите к нише, в которой будут видны остатки фрески, два нимба и узоры. Граффити находится на правой стенке этой ниши. Рассмотреть его можно с фонариком. Включите фонарик на телефоне, и тогда будет очень хорошо видно. Это граффити датируется учеными 13 веком, представляете? И все это можно свободно рассмотреть. Для меня это было удивительно. Это самое большое граффити. У каждого из силуэтов над головой видны нимбы. Это значит, что на рисунке изображены святые. Справа идет надпись «Святой Спасе, святая Анна, святой Симеон, помилуй меня грешного, много согрешившего». Все, что в скобках, догадки, так как не все буквы и надписи сохранились. Но читается довольно отчетливо. И сейчас еще раз покажу нишу, где это все находится, так как по описанию я сама не сразу это нашла. Вот эта ниша, посмотрите, вот это. Внутри Коложской церкви и ее стены до сих пор хранят 27 граффити 13-19 веков с рисунками и надписями на кириллице, латинице. У храма есть страница в Инстаграм, и в ней есть фото и описание других рисунков, найденных здесь. Можно зайти и почитать. И на стенах, видите, очень хорошо видны голосники для акустики. Вот так, я надеюсь, что смогла вас удивить и видео понравилось. Если так, ставьте лайк, это ваше маленькое спасибо мне. Пишите комментарии, может быть, кто-то из вас был в Нижней церкви или уже видел надписи на стенах Коложи. Мой канал для того и создан, для общения между людьми. Нам всем будет интересно почитать. Может быть, расскажете что-то интересное, новое, чего я упустила в своем видео, либо не сказала. И также надеюсь, что все-таки в скором времени Нижняя церковь будет открыта для посещения, и это можно будет увидеть своими глазами.
Потому что, судя по собранным и найденным мною видео, там достаточно интересно. Сначала мне попадались в интернете только фотографии, блог о путешествиях в Гродно и фотографии из Нижней Церкви. Но я решила задаться целью и все-таки нашла видео и не пожалела. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.